Все в интернете зависимы от планирования на 2023, и не только инфлюенсеры, но и вы тоже зависимы, иначе вы бы не начали смотреть это видео. Всем привет, меня зовут Карина, и я постигаю эту жизнь так, как могу, и пытаюсь что-то новое узнать о себе и об этом мире. И я тоже зависима от всяких систем, планирований, целей, достигаторства, токсичной продуктивности и так далее. Это знатно попортило мне жизнь, поэтому мне есть что об этом рассказать. Давайте мы все друг другу признаемся и честно поговорим с самим собой. Почему для нас так важны эти цели, планы, обещания на Новый год? Потому что они придают нам большей значимости, они создают всю эту мнимую занятость и какую-то продуктивность вокруг себя. Естественно, таковыми не всегда они являются, потому что уже 9 числа, после того, как каникулы закончатся, все эти планы и обещания, или большинство из них, будут забыты, и жизнь пойдет привычным способом, по-старому. Я не знаю, как вы, но я вижу в этом, за собой, по крайней мере, замечаю абсолютно повторяющийся паттерн. Каждый год я ставлю одни и те же цели, что я выучу английский до уровня C2, что я выучу испанский до уровня B1, что я начну опять учить французский, что я буду путешествовать, я буду заниматься спортом и медитировать, и читать буду каждый день, и просто буду идеальным сверхчеловеком. Конечно же, так не происходит. Ну что ж, давайте разбираться, почему так не происходит. У меня есть своя теория на этот счет. Давайте сразу скажем, что желать для себя чего-то лучшего, желать себе лучшей жизни, желать себе быть здоровее, быть, может быть, стройнее, это не плохо, это очень даже хорошо. Но то, как мы ставим себе эти цели, какие цели, сколько целей мы ставим, и что мы от себя требуем, и как мы к себе относимся, вот в конечном итоге, что на самом деле важно. Чтобы разобраться в итоге, почему у вас не получается добиваться своих целей, а также почему я поставила 0 целей буквально на этот год, я предлагаю ответить на 2 вопроса. Во-первых, мои цели — это про меня и для меня? И второй вопрос, верю ли я в себя настолько же сильно, насколько я верю в магию Нового года? И разберем их подробнее, соответственно. Очень важно рассматривать свои цели на реалистичность, на достижимость, на актуальность для себя самого. Но еще более важно ответить на вопрос, а это действительно то, чего хочу я? Или это то, чего хотят мои родители? Это то, возможно, что сейчас пропагандируется какими-то трендами и так далее. Или это мое желание? Оно идет извне или изнутри? Если у вас в голове возникает сразу же ответ «да, я, возможно, не особенно этого хочу, но надо», подвигайтесь к экранам поближе, потому что у меня ровно такая же проблема, и у меня есть чем с вами поделиться. Рассмотрим неправильность этого убеждения, что надо, значит надо, хочу, не хочу, неважно, на примере моих целей в 2022 году. Сейчас вы посмотрите на экране, я, наверное, их выведу. Мне немножко стыдно ими делиться, потому что знаете, сколько целей я достигла в 2022 году? Угадайте, можете написать в комментариях, я подожду буквально 3 секунды. 1, 2, 3, 1. Я достигла 1 цель. Oh, shit. Значит ли это, что я провела свой год как-то ужасно и абсолютно ничего другого у меня не случилось? О май гад, конечно же нет. У меня много чего случилось в 2022 году. В какой-то степени этот год был достаточно поворотный, но мои цели в итоге абсолютно никаким образом не отражали мои реальные желания. Они отражали то, что было навязано мне, либо я сама себе навязала, либо я решила, что так правильно, значит так надо, значит мы будем делать так. Если у вас есть список целей, которые вы ставили себе на 2022 год, посмотрите тоже, чего вы достигли, чего вы не достигли, и проанализируйте их на ваши желания и на то, как вообще вы поработали в этом году. Здесь есть 2 пути. Перепутье, когда вы анализируете цели и анализируете свою продуктивность или свою работу в течение года, у вас есть 2 пути. Первый путь легкий, это обвинение. Я тупая, я ленивая, я дебильная, я мало работала, моя система постановки целей не работает, надо будет ее улучшать, я должна была сделать больше и так далее. Второй путь правильный. Заметили, да, есть простой путь, а есть правильный.
Это очень важно. Второй путь — это интерес и вопросы. Интересно, почему эти цели, которые для меня в начале года казались такими важными, в итоге не нашли места в моей жизни? Почему мне было неинтересно их достигать? Почему я, возможно, побоялась их достигнуть? Почему мой страх пересилил меня? Это действительно то, чего я хотела? Я действительно расстроена, что я не достигла каких-то определенных целей, или я просто привыкла себя гнобить и привыкла себя ругать, что я сделала что-то не так. И на самом деле мне, как-то пофиг на эти цели, которые я себе поставила, и якобы я очень расстроена, что я их не добилась. Вы можете без конца винить себя, винить своих родителей, винить своих друзей, свое окружение, климат, я не знаю, температуру воздуха, систему постановки целей, я не знаю, карту желаний, недостаточная любознательность, недостаточную упорность и так далее. Но если вы не хотите достигать этих целей, скорее всего, вы их не достигнете. Вот в чем смысл. Слава Богу, слава моей психике, слава мне, слава моей психологине, что я выбрала в итоге по окончанию 2022 года не первый путь, не легкий путь, а правильный путь, да. Я начала задаваться вопросами. И это очень интересно, не ругать себя, а спрашивать. Типа, окей. Почему так? I'm just curious, just curious. I'm just like, I have some questions, girl. Let's talk it out, let's discuss it. Почему, на самом деле, без желания ничего не получится? Если вы посмотрите любой фильм или прочитаете любую книгу, что движет главным героем? Почему главный герой идет спасать мир, идет спасать своих друзей, рискуя жизнью, идет спасать себя, идет искать любовь всей своей жизни и так далее? Потому что главный герой или главная героиня пошли в Google и смотреть, как строить карты желаний? Потому что они решили, все так делают, и я так сделаю? Нет. У них, скорее всего, есть какой-то триггер, который порождает мотивацию что-то делать, желание чем-то заниматься. Волан-де-Морт убил моих родителей и лишил меня нормальной жизни. Поэтому мне очень страшно, но я буду храбрым и спасу магический мир от него, от пожирателей смерти и от всех подряд. Гарри Поттер мог ничего не делать. И Гарри Поттер мог такой, Волан-де-Морта, конечно, убить надо, но, пожалуй, я сделаю это завтра. Такого не было. Книга была бы совершенно другой, если бы Гарри Поттер вел себя таким образом. Такой фильм не интересен, потому что он нереалистичен. Не может главный герой заниматься чем-то, потому что он просто решил, что так правильно и так надо. Если какая-то цель не вызывает в вас эмоционального отклика, вы не пойдете делать ничего. Если вам очень надо ходить в зал, если это очень полезно, и если это очень классно, если вам не нравится ходить в зал, или вам просто безразлично, это не вызовет у вас никаких эмоций, соответственно, вы не будете никуда ходить. Либо еще может быть другая проблема. Например, я люблю читать, но для меня определенно не важна цифра книг, которые я прочитаю в год. 12, 120, 1. Для меня это не настолько важно. Я знаю, что я буду читать, но кому какая разница, сколько? Если у вас возникает опять «надо, книги — это свет, учение — это свет, надо читать книги, чтобы развиваться», поверьте мне, развиваться можно абсолютно различными другими способами, отличными от этого. Или, опять же, проблема с вашими целями может быть в другом. Например, в блоке своих целей на 2022 год с привычками я вижу отчаянную попытку научиться о себе заботиться, потому что я этого не умею. Научиться отдыхать, научиться заботиться о своем теле, о своей психике. Но я умею смотреть на вещи только через призму статистики, продуктивности и цифр, да, а не собственных ощущений. Поэтому я знаю, что людям помогает медитация, что людям помогают тренировки, и я сама себя чувствую лучше после тренировок и после медитаций. Но, опять же, это не единственный способ, как вы можете расслабиться и о себе позаботиться, да? Поэтому здесь я вижу желание о себе заботиться, но просто оно настолько завуалировано и настолько как-то скрыто под этими всеми общепринятыми нормами, да, что нужно заниматься спортом, нужно медитировать, пить 8 стаканов воды в день и так далее. То есть
Есть мое желание, у меня есть мотивация, но я просто неправильно поставила цель. Поэтому посмотрите на свои цели еще раз внимательно. Может быть, желание у вас действительно есть, но может быть цель не такая. Найдите то, что нравится вам, и не следуйте за общепринятыми стандартами и нормами. Здесь, опять же, очень легко скатиться вот в это «надо» и вот в это вот обвинение самой себя, что почему тогда, если тебе нравится йога, почему ты не занимаешься этим 3 раза в неделю и так далее, я же знаю, что это правильно, я же знаю, что мне это нравится. Поблагодарите себя, что вы хотя бы поняли, что вам нравится йога. И скажите, блин, как классно, что я это поняла. Я знаю, это непривычно, я знаю, это некомфортно, потому что я только учусь с собой так разговаривать, но это намного лучше, и это намного продуктивнее, чем сказать себе «я сказала, значит мы будем делать так», а ваша психика просто такая «нет, а я не буду». Вот и все. Поэтому научитесь с собой разговаривать по-человечески. Да, мы ставим себе амбициозные цели, прочитать, например, 100 книг, но если мы где-то на задворках своего сознания или подсознания не доверяем себе и считаем, что да, все равно ничего не получится, да какая разница, начну читать книгу и брошу, или да, начну ходить в зал и брошу, какая разница, и блин, наберу только опять килограммы. С таким подходом у вас, конечно же, ничего не получится. Ну и делать хоть что-то с таким подходом абсолютно не хочется. Если вы узнали сейчас себя, мне очень жаль. Я отправляю вам виртуальные обнимашки и держитесь. Мы все там были и больше, надеюсь, там не будем. Нужно понять, что ничто не идеально. Ничто не вечно. Невозможно каждый день чувствовать себя на $1 000 000. Это просто невозможно. Да, у вас будут срывы, да, у вас будут какие-то откаты назад. Прогресс не линеен. Прогресс — это не вот не прямая, направленная вверх. Прогресс — это вот какая-то синусоида, там, косинусоида, не знаю. Есть взлеты и есть падения. Да, будут дни, когда вам не захочется вставать и идти на пробежку, или вам не захочется брать книги в руки, или вам не захочется учиться чему-то новому, или вам не захочется работать. Да, такие дни будут, но на следующий день, или через месяц, или через неделю вам станет лучше, вы снова найдете в себе силы, ваша энергия восполнится, ваша психика отдохнет, и вы скажете, блин, а стоит вернуться, а стоит опять начать бегать, учиться, читать, скакать, прыгать, веселиться, не знаю, общаться с людьми. Это нормально. Это не значит, что вы плохой, это не значит, что вы неудачник, это не значит, что вы все испортили. Это просто значит, что вам нужно переключиться на другую деятельность, отдохнуть, выспаться, просто с кем-нибудь поговорить или позаниматься хобби, просто заняться чем-то другим. Никто вам по рукам не даст, никто, кроме вас самих. Никто не даст вам в лоб. Никто не скажет ай-яй-яй. Никакие страйки и так далее, они не важны. Да, можно делать вещи не каждый день. Представляете? Дайте себе разрешение быть не идеальным или быть не идеальной. Дайте себе разрешение пробовать новое. Дайте себе разрешение бросать деятельность, которая вдруг вы думали, что вам понравится, но она вам больше не нравится или она вам не понравилась. Дайте себе разрешение взять контроль над тем, что происходит в вашей жизни. И если вы вдруг бросили деятельность, которая вы решили, что вам не понравилась, а она потом опять вам понравилась, у вас есть второй шанс. Вы можете начать опять заниматься этой деятельностью. Нет никаких правил. Социум — это конструкт, цивилизация — это фейк, я не знаю. Нет никаких правил. Есть, конечно же, законы и моральные принципы, но в целом нет никаких правил. Вы сами для себя выстраиваете вашу жизнь и то, как это удобно для вас. Если кто-то над вами смеется и говорит, ты делаешь неправильно, черный список резиновый. Вы можете блокировать людей, которые вам не нравятся. Вы можете блокировать людей, которые вас не поддерживают. Делайте то, как нравится вам. Потому что это ваша жизнь. Я имею право пропустить сегодня медитацию, пропустить тренировку, взять отгул на работе, если это возможно, не встретиться сегодня с друзьями, потому что мне так хочется или мне не хочется чего-то делать. И это нормально.
и мир не перестанет существовать, и жизнь моя не остановится, и все меня не возненавидят, и все будет нормально. Потому что в конечном итоге цель на Новый год, на новый сезон, на лето, на новую неделю — это не про число, это не про количество, это про качество, это про то, что вы узнаете нового о себе, о новой деятельности, о своей работе, о своей будущей работе, о своей учебе, о своих друзьях, обо всем. Это не про число. Количество тренировок в неделю — это просто цифра. Важно то, что у вас в итоге в мышцах, в организме, в органах, не знаю, как ваших, в крови, что происходит, в вашем мозге и так далее. Вот что важно. Взять максимум от того, что вы уже сделали, а не ругать себя за то, что вы не сделали все так идеально, как что вы придумали просто в своей голове. Я не знаю, if it makes sense, it makes sense. In my head, it makes sense. У меня были всегда проблемы со всем, что я перечислила раньше, потому что у меня в голове как будто бы нет регулятора «хочу, не хочу». У меня есть регулятор «надо, не надо», «срочно, не срочно», «откладываемо, не откладываемо», «терплю, не терплю», но регулятор «хочу, не хочу», он не работает. Сейчас я стараюсь его запустить. Я работаю над этим. Я попытаюсь себе как-то объяснить, что безопасно высказывать свои желания в своей голове. Поэтому я решила поставить 0 целей на 2023 год. Это не просто отказ от постановки целей. У меня есть конкретная цель. Это 0 целей. Все, никакого планирования заранее. Я думаю, что в течение своей жизни в 2023 году я обрасту, естественно, какими-то проектами, планами, целями, задачами и так далее. Но я не хочу сейчас скатываться опять, потому что я знаю, что я скачусь в токсичную продуктивность, вот в эту вот быстрее, выше, сильнее 7 миллиардов других человек, вот это сравнивание себя с другими, поэтому я хочу от этого себя огородить, я хочу от этого себя уберечь, и я осознанно абсолютно ставлю себе 0 целей на 2023 год. Единственный вопрос, который я себе задаю: если мне ничем не надо заниматься, чем я хочу заняться? И в целом у меня есть уже некоторые идеи, и у меня даже есть уже некоторые планы, конечно же, на 2023 год. В марте я лечу в Питер, у меня будет отпуск, наконец-то круто, билеты уже куплены, поэтому это уже 100%. Летом, возможно, я еду на Алтай, пока еще неизвестно, но у меня есть такое желание. Я, естественно, буду работать, я, естественно, буду выкладывать видео, и мне так интересно посмотреть, а что из этого всего получится, а куда мои желания и мои решения заведут меня в 2023 году. И я сейчас улыбаюсь, у меня в сценарии написано, что когда я писала эти строки, я улыбалась, и поэтому у меня просто жажда жизни. Кажется, что это дарит очень много тревожности, потому что «а чем же я буду заниматься? А как же? Что же?» и так далее. Но для меня это сработало наоборот. Я чувствую себя легко, я чувствую себя свободно, и я чувствую, что я ни от чего не завишу. У меня есть вот это ощущение, что какой бы год ни был, простой, сложный, интересный, спокойный, какой-то невозможно продуктивный или не особенно продуктивно направленный, наоборот, внутрь себя, я в любом случае буду рада, потому что у меня есть вот это бесконечное желание уже прожить как-нибудь интересно, по крайней мере, постараться этот год и записать видео с итогами в конце 2023-го. Что в итоге получилось? Потому что я не ставлю никаких себе целей, и мне так интересно, а что же будет? Не ставя цели на 2023 год, я как раз-таки даю себе разрешение быть себе самой собой. Я не пытаюсь построить из себя или строить из себя какого-то другого человека, сверхчеловека, там, не знаю, богоподобное существо, которое особо читающее, особо спортивное, особо углубленное какая-то внутрь себя. И я пытаюсь себя открыть и понять, а какая я? А что мне хочется вообще? Поэтому я надеюсь, что вы тоже дадите себе разрешение быть самими собими. И да,
Очень круто. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я очень рада с вами поделиться своими идеями. Также не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал, если вам интересно, что в итоге я буду делать, потому что абсолютно точно здесь будут апдейты по моему году. Дайте себе возможность расслабиться и дайте себе возможность вдохнуть полной грудью перед рабочей неделей предстоящей. Поэтому все, всех обнимаю, всех люблю, всем поцелую, no, я хотела сказать посылаю, всем посылаю лучики добра, счастья, любви, удачи и крысы маленько, Пичик тут спит просто очень миленько. Всем удачи, всем пока,